Всем привет! Как говорится, недалеко убегая от предыдущего обзора, сегодня хочу представить также на обзор вот такой выключатель, приобретенный в Беларуси за $6 36 центов, произведено, предприятие белорусское. Ссылочка на данный выключатель на официальном сайте будет в описании под видео. Это сенсорный выключатель. Вот это вот рабочая поверхность. Также имеется синяя светодиодная, такая неоновая подсветка. Он устанавливается обычно в тамбурах, в подъездах. Очень похож по изготовлению корпуса на выключатель с датчиком движения, обзор которого я уже делал на своем канале. Также этого предприятия. С теми же недостатками, с теми же проблемами. Главный недостаток то, что он не входит в стандартную отечественную монтажную коробку, этот корпус, диаметром 68 мм. И для установки необходимо или с коробкой, или с корпусом какие-то манипуляции. В данном случае не мешают вот эти вот выступы на корпусе. Для его демонтажа необходимо сначала извлечь центральную часть из рамки, которая крепится на защелках по бокам. Передача сенсорного касания происходит с помощью вот такой вот металлической пружинки. Здесь просто металлическая пластина. Здесь за светофильтром пластиковым. Да, вся этот корпус пластиковый. На плате уже в глубине там установлен светодиод. Чтобы снять рамку, необходимо отвинтить два самореза. Так, это у нас модель C1-100-033. Обращаю ваше внимание, есть несколько различных моделей, отличающихся по своим функционалу. Так, и рассчитана на напряжение коммутации 230 вольт. Используемая коммутируемая нагрузка лампочек до 100 ватт. Установка в монтажной коробке возможна с помощью двух винтов. По бокам есть позиции. И так. Второй вариант крепления это с помощью двух распирающих таких вот зубчатых пластинок. Для вскрытия необходимо выкрутить два винта. У данного выключателя, если мы нажимаем, включаем свет, то тут заявлена интервал выдержки времени, то есть свет у нас горит от 1,5 минут до 5. Так, корпус пластиковый. Здесь установлена вот такая вот плата. Здесь ограничительный резистор, который касается вот до этой металлической пружинки. Вот такая схемка собрана на печатной плате. Ее можно извлечь, она закреплена с помощью 4 защелок. Позиция для крепления проводов, диодный мост, коммутирующим элементом здесь выступает полевой транзистор N-канал и RF740. Возможное напряжение коммутации 400 вольт и ток коммутации 40 ампер. С этой стороны установлен светодиод, какой-то чип, небольшая микросхемка, каких-то регулировочных элементов времени задержки или еще каких-нибудь дополнительных датчиков здесь не установлено. Второй тут основной недостаток, в принципе, всей продукции Белэлектрика. Это то, что коммутация самих проводов происходит опять не очень неудобно, как раз возле этого крепления металлического. Здесь указаны позиция L или 1 для подключения проводов.
Провода фиксируются просто установкой его в данное отверстие. А уже для извлечения необходимо нажать вниз на вот эти оранжевые рычаги. У них такой небольшой ход, пружинищий. Очень неудобное крепление. Обращаю внимание, что здесь не металлическая, а пластмассовая вот эта вот сама рамка. Итак, я подключил данный сенсорный выключатель в цепь. Нагрузил его светодиодной китайской лампочкой. И сразу скажу, что данный сенсорный выключатель, кстати, показываю, что подсветка синенькая, светодиод горит, со светодиодными лампочками работает неправильно. То есть какой-то минимальный ток уже протекает по этой цепи, и светодиодная лампочка у нас горит. Ну, не в полную мощность, но все-таки горит. Поэтому я меняю светодиодную на другую энергосберегающую лампочку. К сожалению, лампы накаливания у меня нет. Кстати, при извлечении, когда цепь разомкнута, светодиод подсветки также не работает. Как только мы подключили лампочку, цепь замкнулась, светодиод подсветки загорелся. С энергосберегающей лампочкой совсем другое дело. Так, и замеряем таймером время удержания света после нажатия на сенсорный выключатель. Для этого я использую таймер велосипедного компьютера. Засекаю 0 секунд. Вот нижний индикатор у нас секундомера. Пошла. Итак, интервал удержания включенным освещения составляет около 3 минут. Данный интервал, он как бы установлен, он не изменяется. Как мы видели, никаких регулировочных элементов здесь нет. Вот такой вот выключатель. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи, услышимся.